За границей, такой отдых, как all inclusive. Довольны? Мы в шоке, что тут все бесплатно. И худеть тут никак не получится, потому что очень много вкусняшек. Решили поменять порядок дня и пойти сначала на море. Просто погода замечательная, море стало теплое. Еще вчера вечером, когда купались, оно прям вообще как даже теплее, чем в бассейне. Хотя изначально оно было холодненькое, так что все, теперь можно вообще кайфовать. Уезжать вообще не хочется. Ну, конечно, как будто мало. Но из-за того, что ты стоишь рано, то день тянется, длинный. В принципе, нормально. Дней на 10, а не на 8. Вот так вот хотя бы. Вот. Я человек, который привык по 2-3 недели обычно ездить на отдых, поэтому мне, конечно, непривычно. Маловато, вот. А так, конечно, вообще кайф, потому что сейчас море стало теплое, людей становится больше, потому что уже сезон прям открывается. Равно не так прям, как, не знаю, на обычных пляжах Краснодарского края, где там человек на человек лежит, тут вообще такого нет. То есть ты вообще практически один лежишь, кайфуешь. Ну что, мы встали в 4 утра. Мы очень хотим спать. Да, мама, ты хочешь спать? Угу. Мы едем на экскурсию, в общем, по Лукале. Туда ехать не знаю сколько, не знаю, что там будет, но, в общем, мы уже идем. Это, конечно, жесть. Мы вчера достаточно рано легли, но все равно спать очень хочется. Обзор по ресторанам и барам этого отеля. Тут есть еще, мы решили сегодня идти на обед в большой ресторан, который столовка, как обычно. А тут прямо море. Вот, есть вот такая вот забегаловка тут тоже. Какая-то еда, поэтому сейчас попробуем что-то. Тут просто ее меньше. Я еще с собой вообще. Сейчас покажу, что. Вот такая вот пицца. Что там, такие колечки и картошка. Да, после обеда еще, еда, арбуз и вкусняшки. Мама пиво себе взяла, а я пепси. Мы чуть-чуть здесь поспали. Сейчас где-то в автобусе уже рассвет, засветло. Мы ехали в ночи, сейчас мы поехали на завтрак. У нас тут лучшая экскурсия, поэтому будем кушать тут. Я сегодня не в отеле. Первая наша остановка было озеро Салда. Очень красивое место. Вода тут меняется в зависимости от цвета. Сейчас она темно-синяя, но она бывает и голубой, и бирюзовый, беленький песочек. Раньше тут люди отдыхали и купались, но когда-то здесь засосало какого-то человека, и теперь купаться запрещено. Можно только любоваться. Я влог снимаю. Как называется? Как называется? Озеро. Я тебя спрашиваю. Салдат. Какая вода. Там засасывают, в общем, людей, поэтому купаться нельзя. Вот рассказываю. Я узнала, это озеро Салда называется. Тут такой беленький песочек, прикольно. А раньше оно было вот оттуда, и оно постепенно высыхает, в общем, и уже непонятно, откуда оно берется и куда уходит. Вот, поэтому оно потихонечку исчезает, но еще осталось до сих пор куча лет, она существует, это озеро. Нам сказали, что только тут делают козье мороженое, из козьего молока, точнее. Вот. Ну, оно не пахнет, но на вкус вроде какое-то другое. Неплохо, очень даже вкусненько. Тебе как? Угу. Мы нарядились с мамочкой и идем в ресторан. У нас тут есть один бесплатный ресторан, ну, один раз можно сходить в бесплатный ресторан. Любой, либо турецкий, либо итальянский, либо китайский, либо еще какой-то, не помню какой. В общем, мы выбрали турецкий, естественно, и вот сейчас идем. Там типа накрывают красивые столы, около моря, сидишь, официант, меню, все дела, вот такой вот. Есть такая вот услуга. А если хочешь еще раз сходить, то там уже доплачиваешь, по-моему, по 5
долларов с человека. Что-то такое. Чего? Ну вот, как это выглядит. Вот так накрывает столики. Вот мама сидит. Вот у нас вот так красиво. Уже какие-то закуски принесли нам. И вот прямо с видом на море сидим. Нам тут налили вино. Принесли вот такой вот вкуснятину, горячие закуски. И еще с маслом. Красота. Хоть себя снять, а то мама меня не снимала. Так, нам принесли горячее, такой вот кебаб вкусный. Теперь нам принесли десерт, вот такой вот пахлава, да, у меня пахлава с какой-то штучкой, и у мамы Рисовый пудинг. рисовый пудинг. Ну что, рассказывай, как тебе? Здесь все, как всегда, очень вкусно. Обслуживание на высоте. Ну и, конечно, вид. Да, вид шикарный. Блин, красиво тут вот так снимать. У меня тоже красивый вид, но у меня так, наверное, не видно. Видно, кстати. Там люди. Очень красота. В общем, мы тут сидим уже 3 часа, или 2 часа, но очень красота. Мы сходили с мамой в ресторан. Как тебе? Здорово. Очень вкусно, объели еще больше в столовке, но еще это, ну там потому что, в общем, такая система, что сначала тебе приносят, там у нас мини-диско проходит, в общем, сначала тебе приносят холодные закуски, потом горячие закуски, потом салат, а потом на выбор горячее выбираешь, и еще и десерт, в общем, добавок. В общем, там просто обожаться можно. Ну, хорошо посидели. Вторая наша остановка была в магазине, где продается продукция из оникса. Это натуральный камень, который добывается в Турции. До 70 метров в глубине земли. Он содержит в себе минерал железо. И третий вид это белый. Добывается у нас в горах Памукали до 40 метров в глубине земли, а он содержит в себе минерал кальций. Также здесь продавали золотые и серебряные украшения с драгоценным камнем султанит, который меняет цвет. Мы приехали опять за султанитом, который мы уже видели в магазине, но сюда нас привезли показать, и в итоге мы купили наборчик. Это драгоценный камень, который производится только в Турции, добывается. Вот. Мама купила себе целый набор, цепочку, сережки и кольцо, и я кольцо себе купила. И прелесть этого камня в том, что он меняет цвет, то есть он все время разный, при разном цвете, при разном том настроении. В общем, очень классно. Серебром мы купили. В общем, вот так вот. Да, сказали, что даже когда ты заболеешь, оно почернеет. Почернеет или покраснеет. Покраснеет, по-моему. Ну, в общем, да. В общем, посмотрим, что это такое. Но, в общем, очень красивенько. И, в общем, эта память будет про Турцию. И вообще красиво очень. Мы хотели давно себе серебро какое-нибудь красивенькое. Тем более с таким, как бы, особенным камнем, который нигде не купишь, то грех не взять. Так что так вот. Сейчас поедем дальше пробовать вино. Вот такое колечко себе взяла. Сейчас оно, кстати, такого цвета, а когда я его мерила, оно подходило к моему маникюру, было желтое. Очень красота. Такой набор взяла мама. Колечко с капелькой, цепочка и подвеска, и сережки. У нас тут сегодня приехал базар, потому что сегодня турецкая ночь. Сейчас мы идем на концерт. И еще у нас и ужин был такой в стиле, тоже турецком. Были всякие флаги турецкие развешаны, много традиционных блюд. Опять обжирались. А потом на баре у бассейна начались танцы с живота. Девушка сначала танцевала, показывала, а потом начался конкурс танца живота среди проживающих отеля.
купленных драгоценностей и выпитого вина мы наконец-то добрались до Пумакале, до белых травертин, красивого заброшенного города и до бассейна Клеопатры, в котором мы будем оздоравливаться и купаться. Отличался всегда от всех городов, так как здесь было два храма. Люди, которые здесь умирали, приезжали сюда лечиться, они всегда оставляли завещание. Почему? Чтобы быть ближе к богам. Мы опять перед тем, как идти на море, уже какой раз. Господи, тут реально, я не знаю, как это объяснить. Ты ходишь просто туда-сюда. Ты ешь, пьешь и ходишь на пляж. Вот, тут есть еще такая кафешка, типа с бутылочным пивом. Ну, то есть бутылки. Сейчас мама хочет взять. Я ненавижу пиво, поэтому буду пить только мама. И вот такое место. Вот тут вот так вот сидят все. С видом на аквапарк. Вот мама взяла какой-то бег какой-то. И вот такие орешки тут ассорти дали. А в этом море. Кайф. Что за жизнь? Проиграла. Света проиграла в дартс. Вот это наказание. Помаши ручкой. Игрок, помаши ручкой. Это бассейн Клеопатры, в котором мы приехали купаться. Оздоровительный, у него теплая вода. Там получается и лечит суставы, и сердце, и все очень оздоровительно. Не больше 30 минут можно в нем купаться. Сейчас сходим еще посмотрим амфитеатр, там разрушенный. И потом будем сюда купаться. Тут хорошо. О, там у нас амфитеатр. А-ля, что там а-ля? Как в Риме. Ну, там как строил Рим. Рим строил на плоской местности, а здесь на горе, на возвышенности. Колизей, как Колизей римский. Где, здесь греки, а там Рим. Римляне строили. Вот мы внутри. Офигеть, как круто! Как круто! Мама, смотри на меня. Мама, для влога. Ну как тебе? Только посмотреть. Прикольно, мы на самом деле покупались в этом бассейне Клеопатры и уже думали сюда не подниматься, думали очень долго идти по дороге надо, но оказалось, что здесь такой путь недолгий. И, блин, вот это реально впечатлило. Это, блин, такой масштаб классный, много чего сохранилось. Прямо красота, амфитеатр крутой. У нас такой в отеле есть, но это не такой. Главное, что видно все. То есть все вот эти город, какой город был, все это видно. Да, да, старинный город, в общем, там ворота старинные. Нам рассказывали, увидели с высоты. Да, увидели с высоты. И горы, конечно, тут виды впечатляют. Привет! У нас сегодня тут суши делают первый раз. Прямо такая кухонка. Можно соусы сделать. Прямо классно. Будем есть суши.
Сегодня у нас морепродукты и рыба. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out. Мы пришли, господи, такая вспышка какая-то. Мы пришли сидеть, как обычно. Вечером сегодня у нас... Что у нас сегодня? Я все время забываю. Ретро, лайв, петь будут, акустика, все дела. В общем, вот. Потом какой-то диско будет. Мы тут вечером сидим, пьем. Сейчас посмотрим и пойдем. Я забыла, что говорить. Ко мне подошли, сказали, типа, то, что халло, почему-то взрослый немецкий. Я такая, халло, я же учила в школе немецкий. Вот. А потом меня спросили, пойду ли я на диско. Я такая, no диско. Она такая, no диско. Я такая, да, no. В общем, вот. Теперь со мной все так общаются. Уже не подваливает на русском, теперь только на английском. Видимо, я уже похожа на немку или на англичанку. О, у нас начинается что-то. Сегодня у нас последний денечек, и я решила провести экскурсию по нашему отелю, показать, где находится, потому что так, в принципе, общую картину я так и не показала. Поэтому пойдемте. Так, тут у нас такой мини-магазинчики. Можно что-то приобрести, но мы ничего не приобретали. В общем, вот. Тут можно играть в дартс. Вот сам соревнование было, которое я проиграла. Которое Света проиграла, да. Да, и прыгала в бассейн. Тут можно настольный теннис поиграть, тоже ракетки есть, берешь, просто играешь. Мы тоже в него еще не поиграли. Ну, не знаю, вряд ли мы сегодня поиграем. В общем, он есть. Такая вот тропинка к морю, там вот аквапарк, ну я вам, по-моему, показывала это. Там вот идет дорожка в этот парк, где бутылочное пиво. Вот это наша столовка сверху, которая основная. Вот тут закрытая, а вот там вот открытая. Вот, там вот пасек. Естественно, тут куча кофечек, они везде вообще. Здрасте. Что такие грозные, да, что такие грозные. Это какой-то помят. Они тут просто на чиле, на расслабоне. Все в камеру смотрят. Кс-кс-кс. Красавчик. Здесь у нас стреляют из ружья. Тоже есть такие развлечения. И это наш главный амфитеатр, где проходят все вечерние концерты. Которые я тоже показываю вам. Водные развлечения. На катамаранах кататься, на лодочках, на серфинге и так далее. Кстати, сегодня вода спокойная на море. Можно катамаранчики напоследок. Это главная аллея к морю. Потом тут нас встречает вот эта вот зона, где отдыхают люди. И тут нас встречает еще одно кафе. Тут готовят лепешечки вкусные. Вот. Сейчас оно пока не работает, оно с 11:30. Территория бассейна, тут душевые, маленький бассейн детский, там детский клуб. Вот. А вот основной бассейн взрослый. Тут лежаки такие. Вот там опять как ресторан главный открытый. Там уже корпусы идут. Также есть вот такая вот кафешка. Тут делают кофе. Очень вкусный кофе. Мы пьем тут айс латте и всякие кортандо. Да, кортадо нам очень понравилось. Мое это открытие. Да, это, в общем, кофе, из зерен. Прям настоящий.
Привет. Место для грязной посуды. Что там написано? Выбрасывайте в корзину. Нет. А. Ну да, хорошо. Да, это место для грязной посуды. Да, они везде. Да, вообще такое. Ну, привет. Привет. Так, а это теннисный корт, на котором тоже ни разу не ходила. Я тут, правда, никого вообще не видела. Он бесплатный, но ракетки и мячики берешь в аренду. Вот. А, тут, да, теннис. 2 их даже там. Есть такой вот проход из этой части двора. Пойдемте, как раз наш номер там. Наш балкончик выходит как раз на эту красоту. Тут тишина и спокойствие. Это проход на море. Иди. Через бар вот это вот. Такой вот бар, в котором мы часто сидим. Вот. А потом вот так вот на море через полотенце. Там надо взять полотенце, они тоже бесплатные, естественно, по карточку. Можешь их менять в течение дня, если они влажные, и сдавать обратно. Потому что день опять новый дом. Это находится в спальне. Ой, в спальне. В зоне спа. Вот тут еще внутренний бассейн. Да, видно, не видно. Там, в общем, не видно нифига. Внутри бассейн, там делают всякие массажи. Мама пошла за полотенцем. Получила полотенце. Мы идем там. Очень интересная информация. Кстати, моя информация интересная. А, вот домик кофе. Что покажу. Ну, они тут везде. Вот у них есть даже свой домик. Которые открываются вечером по 5. В один из них мы ходили. Вот, который дальний, который около пляжа. Тут тоже еще один бар-ресторан, в котором можно взять что-то для пляжа, например, там напитки или... Если тебе лень идти в основной ресторан, ты можешь тут покушать. Тоже самообслуживание, шведский стол. И вот и пляж. Вот с такого пирса можно купаться. Ну, можно просто так. Сегодня, кстати, нет волнения. Можно прыгать с пирса, нырять. Или просто заходить, там даже есть. Ну, быстрее. Ну, тут вот такая вот лесенка есть. Для таких, как мама. А вообще тут классно прыгать отсюда. Рыбок не мелких. Вот, а можно прямо вот отсюда прыгать. Туда это повыше, а можно отсюда, здесь пониже. Кайфарик. Устала, да? Как обычно. Как обычно, да. Не беспокойся, скоро работать, завтра уже. Ну все, сегодня последний обед наш здесь. Сейчас покушаем и поедем уже, переоденемся и потом, в общем, на странство. 14:50, а поедем в аэропорт. Последний обед набрали посадку. Вот такой вот. Ну что, последний обед. Очень вот красиво. Че очень? Грустно. Так говори в камере. Очень грустно, что он последний. Хочется еще. К сожалению, мы уезжаем. С каким видом обедаем? Да, очень-очень грустно. Ну, вкусненько.
Поесть это святое, как вся. Я есть вообще не говорю, никогда нет чувства голода, но надо что-нибудь поесть последний. Дома уже такой роскоши не будет, что приходишь, ешь, что хочешь, когда хочешь. Я думаю, я дома буду просто голодать, все время хотеть есть. Но мы садимся на диету, мы с мамой договорились, потому что это жесть. У нас, наверное, плюс 10 килограмм после. Хорошо, что тут нет весов. Да, мы проверили весов, тут нет. Специально, да. Ну, чего? Все, кушаем и будем собираться.